Почему у одних людей желания исполняются легко, а другие годами ждут изменений? Вы замечали странную вещь? Чем сильнее вы пытаетесь контролировать ситуацию, тем хуже она начинает складываться. Чем больше стараетесь сохранить отношения, тем больше появляется дистанция. Чем сильнее переживаете о деньгах, тем труднее становится замечать возможности. Чем отчаяннее ждете результата, тем сильнее возникает ощущение, что жизнь будто застыла на месте. Кажется логичным, что контроль должен помогать. Ведь если постоянно думать о проблеме, анализировать ее и искать правильное решение, результат должен прийти быстрее. Но в реальности часто происходит наоборот. Контроль напоминает попытку удержать песок в кулаке. Чем крепче сжимаются пальцы, тем быстрее он просачивается между ними. И самое удивительное, что большинство людей даже не замечают, насколько сильно контроль управляет их жизнью. Они проверяют сообщения, прокручивают в голове разговоры, возвращаются к одной и той же проблеме снова и снова, пытаются просчитать все варианты развития событий. Им кажется, что еще немного усилий, еще немного контроля, и все, наконец, встанет на свои места. Но происходит странная вещь. Вы пытаетесь все продумать наперед, а жизнь все равно находит способ удивить. Пытаетесь удержать отношения и чувствуете, как между вами появляется холод. Переживаете о будущем и теряете способность видеть возможности в настоящем. Стараетесь ускорить результат, и все начинает происходить еще медленнее. Почему так происходит? Что если проблема не в том, что вы делаете слишком мало? Что если проблема в том, что вы пытаетесь контролировать слишком много? Именно об этом мы сегодня поговорим. И в этом видео мы разберем один из самых неожиданных парадоксов человеческой психики. Почему стремление все контролировать часто становится главным препятствием на пути к тем переменам, которых мы так сильно хотим. Со стороны контроль часто выглядит как ответственность, зрелость и здравый смысл. Но если посмотреть глубже, за ним нередко скрывается страх. Страх ошибиться, потерять, столкнуться с неизвестностью. И именно здесь начинается то, что большинство людей не замечает. Контроль не создает результат. Он создает напряжение. А напряженное тело живет так, словно рядом находится угроза. Это легко заметить в повседневной жизни. Чем сильнее человек старается уснуть, тем труднее приходит сон. Чем больше пытается понравиться окружающим, тем более скованным становится. В отношениях происходит то же самое. Когда появляется потребность контролировать каждую переписку, каждую паузу или интонацию, между людьми постепенно возникает холод. Давление ощущается даже тогда, когда о нем ничего не говорится вслух. Тот же механизм проявляется и в отношении желаний. Пока внимание сосредоточено на контроле процесса, оно остается не на результате, а на его отсутствии. Человек словно стоит перед закрытой дверью и снова проверяет, не открылась ли она. Но чем чаще он дергает ручку, тем сильнее становится внутреннее напряжение. Можно выполнять практики, произносить аффирмации и говорить правильные слова, но тело в этот момент продолжает ждать и проверять. Внутри все чаще звучат вопросы. Когда это произойдет? Почему еще не сейчас? Так формируется состояние постоянного ожидания, в котором человек начинает ходить по кругу не во внешнем мире, а внутри собственной нервной системы. Особенно трудно заметить контроль, когда он скрывается под видом духовного поиска. Человек медитирует, визуализирует, работает над собой, но внутри продолжает задавать один и тот же вопрос. Когда будет результат? В этот момент речь идет уже не о доверии, а о тонкой форме внутреннего торга. Именно здесь раскрывается один из ключевых парадоксов, о которых часто говорится в подходе Джо Диспензы. Контроль почти всегда связан со страхом неизвестности. Он возникает из убеждения: если я отпущу ситуацию, все разрушится. Кажется, будто постоянное удерживание защищает от ошибок и хаоса.
Однако новое приходит только туда, где для него есть пространство. Там, где все занято тревогой и ожиданием, новому просто не остается места. Поэтому речь идет не о том, как стараться еще сильнее, а о том, почему иногда самым разумным шагом становится отказ от лишнего напряжения. Необходимо не перестать действовать, а перестать постоянно подталкивать жизнь и требовать от нее немедленного ответа. В основе контроля почти всегда лежит недоверие к жизни и желание исключить неопределенность. Возникает стремление все заранее просчитать и предусмотреть. Внимание становится напряженным, словно прожектор, который непрерывно ищет возможные проблемы. Со стороны это может выглядеть как дисциплина, но для нервной системы такое состояние означает тревогу. А тревога включает режим выживания. В этом режиме мозг перестает искать возможности и начинает искать опасности. Его задача уже не создавать новое, а защищаться. Поэтому человек может выглядеть спокойным и рациональным, но внутри жить в постоянной готовности к неприятностям. Отсюда возникает еще один важный парадокс. Очень часто люди пытаются прийти к желаемому из состояния, которое само подтверждает отсутствие желаемого. Разум говорит: «Я двигаюсь к цели», а тело проживает совсем другой опыт. «У меня этого пока нет». И бессознательное гораздо внимательнее прислушивается именно к телу. Можно мечтать о финансовом благополучии, представлять новые возможности и строить планы на будущее. Но если внутри сохраняется напряжение и постоянная проверка результатов, тело продолжает посылать сигнал нехватки. Это как радиочастота, на которую вы настроились и слушаете одни и те же песни. Не хватает, не получается. Со временем этот сигнал становится привычным фоном жизни. Именно с этого момента состояние нехватки начинает незаметно проявляться в самых обычных жизненных ситуациях. Человек становится нетерпеливым, стремится ускорить события и приблизить результат любой ценой. Вместо того, чтобы замечать происходящее и адаптироваться к нему, возникает желание настаивать на том, каким все должно быть. Проблема в том, что возможности редко приходят в той форме, которую мы заранее придумали. Жизнь почти никогда не повторяет наши сценарии в точности. Когда появляется слишком сильная привязанность к собственному плану, возникает скрытое условие. Желаемое должно прийти только в заранее одобренном виде. Но такое условие уже содержит недоверие и не оставляет места неизвестности. С точки зрения нервной системы это вполне объяснимо. Во время стресса человеку особенно нужна предсказуемость. Хочется понимать, что будет дальше, чувствовать опору и избегать неопределенности. Но все новое приходит именно из неизвестного. Его невозможно полностью просчитать заранее. Поэтому так часто возникает ощущение тупика. Человек может делать все правильно и искренне стремиться к переменам, но при этом чувствовать, будто уперся в невидимую стену. И вполне возможно, что эта стена находится не во внешних обстоятельствах, а в самом состоянии, из которого совершается движение. Хорошо иллюстрирует эта история Джека. Он был дисциплинированным и рациональным человеком, привыкшим все держать под контролем. Его запрос касался работы и финансов. Он регулярно выполнял практики, строил планы и стремился изменить свою жизнь. Но после каждой медитации внутри возникал один и тот же вопрос: когда это наконец произойдет? Именно этот вопрос удерживал его в прежнем состоянии. Внешне он работал над собой, а внутренне продолжал ждать подтверждений и гарантий. Получалось, что он пытался не создать новую реальность, а улучшить старую, оставаясь тем же человеком. Переломный момент наступил тогда, когда стало ясно различие между намерением и контролем. Намерение задает направление, а контроль требует немедленного результата. Намерение открыто новому, а контроль пытается заранее определить, каким это новое должно быть. Когда это понимание стало частью его опыта, внимание сместилось с ожидания результата
на внутренние изменения. Вместо вопроса «когда» появился другой фокус на том, каким человеком необходимо стать уже сейчас. Действия начали рождаться не из тревоги и нехватки, а из большей внутренней устойчивости. В этом заключается одна из ключевых идей, которую часто можно встретить в учениях Джо Диспензы. Личность определяется не только мыслями и привычками, но прежде всего состоянием, в котором человек живет большую часть времени. Если привычным фоном становится тревога, ожидание и постоянная проверка, жизнь воспроизводит все новые причины для этих переживаний. Но когда появляется внутреннее спокойствие и устойчивость, начинают меняться решения, реакции и выборы. Именно отсюда рождается внутренняя опора. Все меньше энергии уходит на поиск подтверждения собственной ценности во внешнем мире, и все больше на создание этой ценности внутри себя. Здесь возникает важный вопрос. Что на самом деле означает «отпустить»? Многие воспринимают отпускание как отказ от желания, но речь идет совсем о другом. Отпустить значит перестать сжиматься вокруг цели так, словно без ее достижения невозможно чувствовать себя полноценным. Когда результат становится единственным источником надежды, возникает эмоциональная зависимость. Вместо движения вперед появляется цепляние. Вместо созидания – выживание. Постепенно формируется убеждение: если этого не произойдет, все будет плохо. Если результат не придет, значит, со мной что-то не так. Но состояние выживания всегда требует контроля и гарантий. Оно не умеет доверять неизвестности. Настоящее отпускание выглядит иначе. Это переход из состояния «мне необходимо» в состояние «я готов». Не из позиции «я не могу без этого жить», а из позиции «я становлюсь человеком, который способен это принять». Не из требования доказать, что все получится, а из выбора жить так, будто такая возможность уже существует. Парадокс в том, что многие желания не реализуются не из-за недостатка усилий, а потому что человек слишком тесно связывает свою личность с результатом. Тогда любое ожидание начинает восприниматься как нехватка. Это легко заметить в повседневной жизни. Кто-то каждые несколько минут проверяет телефон в ожидании сообщения. Кто-то бесконечно прокручивает варианты ответа после собеседования. Кто-то стремится к финансовому благополучию, но одновременно боится его не получить, и поэтому пытается контролировать каждую деталь. В результате внимание оказывается не в желаемом будущем, а в тревоге настоящего момента. Именно поэтому перемены часто начинаются тогда, когда человек перестает цепляться. Не потому, что ему становится все равно, а потому, что исчезает внутренняя нужда. Действия начинают исходить не из ощущения пустоты, а из состояния внутренней наполненности. Этот принцип можно сравнить с ожиданием важной посылки. Если есть уверенность, что она уже в пути, нет необходимости постоянно проверять, не пришла ли она. Но когда уверенности нет, возникает желание контролировать процесс. Со временем такая привычка ожидания становится частью личности. То же самое происходит и с желаниями. Каждый вопрос «когда» или «где результат» тренирует мозг жить в режиме ожидания. А ожидание постоянно напоминает о том, чего пока нет. Поэтому важно различать два состояния. Первое звучит так: «Я хочу, чтобы это произошло». Но часто за ним скрывается другая мысль: «Пусть это случится, иначе мне будет плохо». Второе состояние устроено иначе. «Я выбираю быть человеком, для которого это возможно». Именно с этого выбора и начинаются настоящие внутренние изменения. Речь идет не о фантазии и не о самообмане, а о постепенном формировании нового способа воспринимать себя и свою жизнь. Когда человек начинает входить в это состояние, борьба с реальностью постепенно ослабевает. Цель остается важной, но перестает превращаться в клетку. Желание никуда не исчезает, однако исчезает болезненная зависимость от результата.
Именно тогда появляется пространство для настоящих перемен. Хорошо иллюстрирует эта история Мэри. Внешне ее жизнь выглядела вполне благополучной, но огромная часть энергии уходила на контроль отношений. Она анализировала каждое сообщение, переживала из-за пауз и постоянно искала скрытые смыслы в поведении других людей. Постепенно отношения превратились в бесконечную систему проверки. Казалось, что любовь нужно заслужить правильными словами, правильными поступками и отсутствием ошибок. Но именно это убеждение и создавало внутреннее напряжение. Поэтому внимание было направлено не на поиск партнера и не на новые стратегии общения, а на внутреннее состояние. Постепенно укреплялось чувство собственной ценности, не зависящее от внешнего подтверждения. Вместо постоянного ожидания одобрения появлялось ощущение внутренней целостности и устойчивости. Со временем это перестало быть просто идеей и стало естественным состоянием. Исчезла потребность искать подтверждение своей значимости и давить на обстоятельства. И именно тогда отношения начали складываться иначе. Не потому, что контроля стало больше, а потому, что исчезла необходимость цепляться. Здесь скрывается важное понимание. Отпустить не значит отказаться от желания. Отпустить значит убрать отчаяние вокруг него. Перестать жить так, будто все счастье зависит от одного результата. Однако именно здесь многие совершают ошибку. Услышав идею отпускания, человек может решить, что речь идет о бездействии, или начинает убеждать себя, что ему больше ничего не нужно. Но это не имеет ничего общего со свободой. Настоящее отпускание не является пассивностью. Это способность продолжать движение без постоянного напряжения. Пассивность выглядит иначе. Человек отступает, разочаровывается и называет это принятием. Но за подобным поведением чаще скрывается не доверие, а страх. Когда контроль действительно ослабевает, человек не выключается из жизни. Он продолжает действовать, но делает это иначе. Можно представить режиссера, который больше не пытается контролировать каждую мелочь, а видит всю картину целиком. И порой случайный кадр, который не был запланирован заранее, может получиться самым запоминающимся зрителю. Тот же принцип работает и в повседневной жизни. Если важна цель, появляются действия, которые ее поддерживают. Забота о здоровье, развитие навыков, честность в отношениях, новые шаги и решения. Но теперь эти действия рождаются не из страха и нужды, а из внутренней устойчивости. Существует и другая ловушка – духовный самообман. Она возникает тогда, когда человек говорит правильные слова, но внутренне остается прежним. Он утверждает, что доверяет жизни, но продолжает проверять результаты. Говорит, что отпустил ситуацию, но раздражается всякий раз, когда реальность не соответствует ожиданиям. Внешне это может выглядеть убедительно, однако нервная система продолжает жить в напряжении. А изменения происходят не благодаря словам, а благодаря состоянию. Поэтому существует простой способ проверить себя. Если тишина все еще причиняет боль, отпускания не произошло. Если внутри продолжается спор с жизнью, конфликт никуда не исчез. Если самооценка по-прежнему зависит от результата, зависимость все еще остается. Настоящее отпускание выглядит иначе. Человек выбирает свое состояние, делает все, что находится в его силах, остается открытым возможностям и перестает разрушать себя ожиданием. Потому что ожидание – одна из самых незаметных форм контроля. Оно создает ощущение движения, но на самом деле удерживает внимание на отсутствии желаемого. Именно поэтому перемены часто начинаются тогда, когда прекращается постоянное наблюдение за результатом. Это похоже на чайник. Он не закипит быстрее от того, что на него смотрят и постоянно поднимают крышку, чтобы проверить, кипит или нет. Достаточно поставить его на огонь и позволить процессу идти своим чередом. Семечко вообще не вырастет, если его постоянно раскапывать и проверять.
Его нужно посадить, время от времени поливать и заниматься своими делами, и все произойдет. Здесь важно увидеть тонкую разницу. Отпустить контроль не означает отказаться от намерения. Это означает отказаться от напряжения вокруг него, перестать бесконечно ускорять процесс и требовать от жизни следовать заранее придуманному сценарию. Большинство людей движется между двумя крайностями. Либо они чрезмерно давят на ситуацию и быстро выгорают, либо уходят в бездействие, называя это доверием. Но существует и третий путь – путь осознанного действия. Его можно сравнить с лучником. Он делает все, что находится в его власти. Выбирает цель, выравнивает дыхание и выпускает стрелу. Но после выстрела не пытается догнать ее и подтолкнуть руками. Он отпускает. Тот же принцип работает и в жизни. Задача человека – сделать свою часть работы и отпустить то, что находится за пределами его контроля. Практически этот подход выглядит довольно просто. Сначала появляется ясное намерение, не эмоциональная потребность срочно изменить жизнь, а спокойный выбор направления. Затем возникает образ желаемого результата. Важно не столько представлять детали, сколько почувствовать состояние человека, для которого желаемое уже стало частью жизни. После этого внимание переносится на чувства. Спокойствие, уверенность, благодарность и внутренняя ясность становятся тем языком, через который тело знакомится с новым состоянием. Следующий этап – действие. Не обязательно большое. Иногда достаточно одного решения, разговора или шага, который подтверждает новую внутреннюю позицию. При этом важно не само действие, а состояние, из которого оно совершается. Последним элементом становится отпускание. Не отказ от цели, а отказ от постоянного контроля над результатом. После практики человек возвращается к своей жизни и перестает превращать ожидания в центр своего существования. Для тех, кто привык все контролировать, отпускание становится отдельным навыком. Особенно сложно сохранять его в периоды неопределенности, когда внешне ничего не происходит. Именно тогда ум начинает создавать тревожные сценарии и требовать новых гарантий. В такие моменты полезно остановиться и задать себе простой вопрос. Какое состояние я создаю внутри себя прямо сейчас? Вместо анализа достаточно обратить внимание на тело, расслабить плечи, сделать спокойный выдох и напомнить себе, что непосредственной угрозы нет. Затем можно выбрать простую мысль направления – доверие процессу, чувство безопасности или напоминание о том, что достаточно делать свою часть работы, позволяя остальному разворачиваться естественно. Смысл этой практики не в мгновенном изменении настроения. Ее задача – помочь телу вспомнить более спокойное и устойчивое состояние. Потому что отпускание – это не разовое решение, а новый способ взаимодействия с жизнью. Это отказ от привычки постоянно подгонять события и требовать немедленного результата. Хорошей иллюстрацией служит история Джона. Он стремился выйти на новый уровень дохода и обладал всеми качествами, которые обычно связывают с успехом. Он был дисциплинированным, трудолюбивым и прекрасно организованным. Однако за внешней эффективностью скрывалось состояние постоянной срочности. Ему казалось, что результат должен появиться как можно быстрее. Каждая возможность воспринималась как спасение, а любая пауза вызывала тревогу. Из-за страха упустить шанс он соглашался на компромиссы, которые не соответствовали его ценности и целям. В итоге действий становилось все больше, но большинство из них рождалось из состояния нехватки. Поэтому росли суета и усталость, а настоящего прорыва не происходило. Перемены начались не после появления новой стратегии, а после изменения внутреннего состояния. Постепенно исчезла потребность требовать от жизни постоянных доказательств. Вместо стремления ухватиться за любую возможность появилась способность выбирать. Именно тогда начали возникать возможности другого уровня.
Не потому, что изменился мир, а потому, что изменился способ взаимодействия с ним. Похожий процесс можно увидеть и в отношениях. История Софии показывает, как контроль может маскироваться под любовь. Она мечтала о близких отношениях, но жила так, словно любовь необходимо постоянно удерживать усилием. Если сообщение приходило чуть позже обычного, воображение сразу рисовало тревожные сценарии. Если в словах было меньше эмоций, чем ожидалось, это воспринималось как признак охлаждения чувств. Постепенно появилось стремление предугадывать желания другого человека, подстраиваться под него и внимательно отслеживать каждый сигнал. Но проблема заключалась в том, что в таком состоянии человек уже не строит отношения. Он начинает их охранять. Вместо живого контакта появляется постоянное наблюдение за тем, не исчезнет ли другой человек из его жизни. Окружающие чувствуют это гораздо сильнее, чем кажется. Контроль передается не только через слова, но и через взгляд, интонации, напряжение тела и реакцию на неопределенность. Перемены начались тогда, когда внимание сместилось с поиска любви на восстановление внутренней опоры. Постепенно исчезла привычка искать подтверждение собственной ценности во внешнем мире. Вместо вопроса «выбрали ли меня?» появился другой «выбираю ли я себя в этом состоянии?». Со временем возникло больше легкости, свободы и уважения к себе. И вместе с этим начали меняться отношения. Не потому, что усилий стало больше, а потому, что исчез страх потерять любовь. Там, где раньше было напряжение, появилось пространство для естественной близости. Похожий принцип проявляется и в вопросах здоровья. История Стивена хорошо это показывает. Его беспокоили хроническое напряжение и постоянная усталость. Он серьезно относился к практикам, но после каждой из них начиналась привычная проверка. Стало ли лучше? Достаточно ли быстро происходят изменения? Почему результат еще не такой, как хотелось бы? Проблема заключалась в том, что восстановление требует ощущения безопасности. Постоянный контроль, напротив, удерживает нервную систему в режиме угрозы. Это похоже на попытку согреть руки, одновременно продолжая опускать их в холодную воду, чтобы проверить, насколько они уже согрелись. Поэтому внимание было направлено на простые вещи – дыхание, расслабление и восстановление контакта с телом. Самые заметные изменения начались тогда, когда практики перестали быть способом требовать результат и превратились в способ создавать условия для восстановления. Вместо постоянной проверки появилось доверие процессу. И чем меньше становилось внутреннего давления, тем легче организму было возвращаться к естественным механизмам восстановления. Если посмотреть на все эти истории, становится заметен общий принцип. Люди пытались приблизить желаемое через контроль, напряжение и постоянные ожидания. Казалось, что чем сильнее давление, тем быстрее придет результат. Но происходило обратное. Контроль был попыткой вытянуть будущее в настоящее силой воли. Отпускание же создавало состояние, в котором этому будущему становилось легче проявиться. Когда исчезает необходимость постоянно следить за результатом, постепенно уходит ощущение нехватки. Высвобождается энергия, которая раньше тратилась на тревогу и внутреннюю борьбу. Важно понимать, что речь не идет о равнодушии или отказе от мечты. Речь идет о свободе от постоянного напряжения и необходимости контролировать каждый шаг. Со временем приходит простое понимание. Задача человека не в том, чтобы удерживать реальность под полным контролем, а в том, чтобы научиться управлять собственным состоянием. Пока действует формула «сначала результат, потом спокойствие», человек остается зависимым от обстоятельств. Но очень часто жизнь работает наоборот. Сначала появляется внутреннее спокойствие и устойчивость, а уже затем начинают меняться решения, возможности и результаты. Контроль постоянно требует доказательств. Когда это произойдет? Почему этого еще нет? Отпускание направляет внимание в другую сторону.
на то, каким человеком хочется быть уже сейчас и какие действия находятся в собственной власти. Именно здесь происходит настоящая внутренняя перемена. Возвращается энергия, которая раньше уходила на ожидание и тревогу. Внимание возвращается в настоящий момент, не потому, что будущее перестает быть важным, а потому, что именно здесь находятся реальные возможности для изменений. Если собрать всю идею в одну формулу, она будет выглядеть так: намерение, состояние, действие и отпускание. Сначала выбирается направление, затем формируется состояние человека, для которого это направление естественно. После этого совершаются конкретные шаги в реальном мире. И, наконец, появляется способность отпустить необходимость постоянно оценивать скорость результата. Это важно, потому что ожидание незаметно напоминает телу о том, чего пока нет. Если жить в таком состоянии слишком долго, нехватка начинает восприниматься как норма. Поэтому гораздо важнее знакомить себя с другими переживаниями, спокойствием, доверием, внутренней достаточностью и достоинством. Если хочется начать что-то менять уже завтра, стоит начать утро не с телефона и не с проверки внешнего мира. Вместо этого можно задать себе простой вопрос: каким человеком я выбираю быть сегодня? Не насколько близок результат, не изменились ли обстоятельства, а какое состояние хочется прожить в этот день. В подходе Джо Диспензы одна из центральных идей заключается в том, что изменения начинаются с внутреннего состояния. Сначала меняется восприятие себя, затем решения, привычки и способы взаимодействия с миром. А вместе с этим постепенно меняются и обстоятельства жизни. Поэтому важно не только мечтать о переменах, но и учиться соответствовать им внутренне уже сейчас. Напишите в комментариях: «Я выбираю быть человеком, который доверяет процессу». Иногда одна фраза помогает заметить, насколько часто мы пытаемся ускорить события, требуем гарантий и живем в постоянном ожидании результата. Пусть эта фраза станет небольшой точкой отсчета для ваших собственных перемен. Если видео было вам полезным, поддержите канал, поставьте лайк, подпишитесь, и тогда вы не пропустите новые видео. Всего доброго!